Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья. И сегодня подробный урок, как обрабатывать, декорировать шар, как приклеить тесьму и как работать со стразами на силиконовой основе. Снимаю этот подробный урок, чтобы сэкономить время для себя и новых подписчиков. Буду давать ссылку, а в будущем просто буду брать готовый шар и дальше уже декорировать. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. И работу я начинаю с того, что подклею вот так все макушки. Вот вы видите, я затягиваю ленты, и все получается ровно. Если вы сразу вот это приклеите, у вас не получится ровно. А тут посмотрите, как все идеально смотрится. Поэтому берем ленту и подклеиваем. Наношу клей. Сначала закрепляю. Уже под натяжением даю закрепиться. Так, лишний клей убираем, если он есть. И теперь вот я придерживаю и вот так буду натягивать. И вы видите, как все натягивается и выравнивается. Вся вот эта пушистость сразу упаковывается, и все ровно и вот так красиво. Лишнее отрезаю. Конечно, обжигаю и доклеиваю. И сверху потом уже страза, и все это вот вы видите, как все красиво упаковано. Для бокового оформления я использую 3 ряда стразовых цепей. Для верха у меня идет 4 ряда, поэтому я сначала нарежу 3 ряда для боковых всех вот этих украшений. У меня вот такой лист. Заказала такие, тоже придут, поэтому будут в наличии. И вот так просто беру и нарезаю по 3 полоски. Я не снимаю покрытие, его можно будет снять потом. И просто нарезаю. Вот такие полоски. Теперь переворачиваю полотно и нарезаю 4 дорожки. Это мне для декора верха. И стразы пока отложила, буду подклеивать под стразы ленту. Я наношу клей, использую я клей Уху. Можно использовать горячий клей, кому как удобнее. И подклеиваю вот здесь вместе, где у нас виден шов склеивания. Подклею верхнюю часть и даю закрепиться. Мы не раз это делали уже. А теперь просто подклеиваем ленту по всему шару. Лишнее подрезаем, конечно же, обрезаем и наносим клей, подклеиваем. Мои постоянные подписчики уже это видели много-много раз. Нанесла клей, немного его так распределила и подклеиваем. Даем закрепиться. Вторую ленту подклеиваем под углом 90 градусов, придерживаем пальцем и вот так натягиваем. Смотрим, чтобы у нас обе части были одинаковые. И если вы не уверены в том, что вы ровно подклеите, то берем иголочки. Вот все у меня ровно. И просто вот так вот один прокол делаем. Не делаем так, чтобы через ткань прошло, чтобы у нас не оставалось следов. И теперь можно спокойно наносить клей и вот так между иголочками подклеивать. В этом случае у вас получится все ровно. И продолжаю работу. И еще одно маленькое уточнение. Если вы пришиваете кисточку, то ленту здесь лучше не подклеивать. Дошли до сюда, оставили, и вот здесь наносим клей и подклеиваем дальше. Если вы не подклеиваете кисточку, то подклеиваем все.
Когда шары у нас обработаны, обработаем верхушку. И смотрим вот здесь, вот, чтобы у нас одна сторона была ровная, которая верхняя. Если надо, берем ножницы и вот так вплотную все подрезаем. Потому что вот этот силикон, который внизу, он торчит, если неровно подрезать, и это некрасиво смотрится. Вот все вот так вплотную. Вот теперь все ровненько. Теперь снимаем верхнюю часть, можно снять, чтобы она нам не мешала. Все ужасно блестит, но это красиво. И теперь нижнюю часть. Так, нижняя часть не хочет, вот она. Пальцами не трогаем, вот так. Отгибаем, не трогаем пальцами, иначе прилипнет все к рукам. Теперь смотрим, где у нас середина. Вот тут у нас. И так, или вот все-таки вот тут. Я вот подравниваю под самый низ, хорошо приклеиваю, теперь отодвигаю чуть-чуть, держу и под натяжением дальше приклеиваю, снова отодвигаю и под натяжением вот так вот все приклеим. В этом случае вот все получается ровно. Так, теперь смотрим, сколько нам надо. Лишнее подрезаем. Так, все. И теперь вплотную, вот. И у нас получается ровно. Если у вас где-то вот тут что-то неровно торчит, тоже все подрезаем, чтобы тут была ровная, красивая платформа. Теперь беру стразы, где у меня 3 полоски. Также отделяю нижнюю часть. Пальцами не трогаю, туда не лезу. И вот так вплотную прикладываю. При этом смотрю, чтобы у меня все лежало посередине. И вот так вот подклеиваю. Очень хорошо приклеивается. Потом не снять. Следим, чтобы у нас все было ровно. По мере необходимости снимаю нижний слой и немножко под натяжением подклеиваем. После этого урока, надеюсь, ни у кого не возникнет вопросов, как работать, как оформлять шар именно вот такой вот красивой цепью. Даже это не цепь, это страза на силиконовой основе. Вымеряю необходимое количество, отрезаю и вплотную подклеиваю. Беру следующий отрезок. Так, где у меня тут? Теперь отделяю следующий отрезок и начинаю подклеивать не отсюда, а вот отсюда, чтобы здесь у нас все было ровно. Вплотную располагаю, подклеиваю и продолжаю по тесьме подклеивать. Вы видите, все получается чисто и аккуратно. Смотрю, сколько мне надо. Если я не уверена, я отрежу на одну часть вот эту больше, чем меньше. Вот у меня тут есть, и я вплотную вот так туда подсажу. И все получается ровно. И также обрабатываем вторую часть. И вот что в итоге у меня получилось. Все получается красиво и аккуратно. И даже стык вот тут, где бантик, тоже получается красивый и аккуратный. Не надо думать, что тут будет бантик и пусть будет не очень. Все должно быть идеально. Мало ли бантика не будет. И эти шары будут украшены. Сейчас я вам покажу. Здесь у меня будет бантик. Красивое перо и корона. И посмотрите, как все элегантно, красиво и сдержанно.
Сегодня я сняла этот подробный урок, чтобы сэкономить время, и новые подписчики знали, как это делать. Потому что появляются вопросы, и я отвлекаюсь каждый раз отвечать. Сейчас буду давать ссылку, а в будущем сама буду брать готовые шары и уже дальше обрабатывать, показывать, как делать бантики и остальной декор. А на сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось, было полезным и вы узнали что-то новое. Если у вас есть вопросы, конечно же, пишите в комментариях, и я всегда рада ответить и помочь. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.